Всем привет! Меня зовут Кристина, вы на канале Вязание. Давненько я не подключалась, но виною все то, что мне постоянно казалось, что мне нечего показать. Ну и думаю, что я там буду подключаться, показывать 100 раз одно и то же. Уже, наверное, неделька прошла. Ну, я думаю, к выходу этого вязовлога как раз уже будет воскресенье. Надеюсь, что в воскресенье все-таки видео выйдет. А, Чем я занималась всю эту неделю? Вязала я не очень много, но все-таки есть что показать и есть что-то интересненькое. Итак, сначала быстренько покажу котиков. Они не оформлены еще. Я еле-еле их связала. Что-то они мне немножко поднадоели, но, в общем, они нужны мне для окупаемости полочки, да, грубо говоря. Просто те котики, которые я вязала для магазина, я их продала, и вот нужно все-таки в магазин связать. Там игрушечки покупаются. Ну, сейчас как-то спад немножко пошел. Ну, в том месяце спад был, да. А в этом месяце вот уже начали покупать так побольше. Не так, конечно, как хотелось бы, но все равно. Вот. И вот такие котики там хорошо продаются. И, в общем, за счет них полочка окупается. Все остальное как бы там уже идет в плюс, да. И хочу показать, смотрите, я вязала как бы котики двухцветные, да, а ушки и ножки я вывязываю другим. И вот делаю кончик. Так, пушок. И вот кончик делаю вот такой вот беленький. Ну, не всем, конечно, а тем, которым идет. И смотрите, я вот вязала. Вот этот, наверное, первый был. Я тут даже немножко помудрила. Хвостик по-другому вывязала. Тут по одному рядочку вязала, в общем. Потом такой вязался, такой. Голубенького связала, думаю, чтобы мальчику, девочке. Ну, это у меня котики еще не оформлены. Им нужно еще вышить носик и сделать утяжки. И выглядеть он будет по-другому. Ну, я думаю, что вы их уже видели. И знаете, последние уже вязались как-то, ну, грубо говоря, после 4 котиков мне уже надоело. Но я думаю, надо же хотя бы 5 связать. И вот последние у меня уже были просто двухцветные. Я уже не заморачивалась с этими ножками. Не вывязывала другим цветом. Вот просто вязала 3 рядочка таким, 3 рядочка таким. И последний тоже вот такой вот. Ну, кстати, с такими глазками, мне кажется, он какой-то суровый, сердитый такой. Ну, не знаю, может быть, когда оформлю, он подобреет. Но пока какой-то такой хмурый. Вот. Хотела побольше связать, но мне, честно говоря, надоело. Я не смогла вязать еще, хотя как бы надо. То есть, получается, я вот эти вот отнесу в магазин, и у меня опять котиков нету. Вот. Наверное, буду чередовать, вязать одну игрушку котика, потому что вот так сидеть, вязать только из плюша и просто вот это вот по кругу мне скучно. Так, показала. Далее, помните, я говорила, что купила 2 моточка пряжи, розовенький и черненький, чтобы связать вот таких вот солдатиков с с сериала «Игра кальмара». Вот. В общем, я подумала, что навяжу их много, отнесу в магазинчик, и это будет, ну, продаваемая игрушка, да? Но эта игрушка у меня получилась очень маленькая. И почему-то, когда я хочу найти линейку, она всегда пропадает. Так, нашла. В общем, смотрите, у меня эта игрушечка получилась, ну,
грубо говоря, 9 сантиметров. Здесь, конечно, 9 нету. Ну, будем говорить 9. Я, конечно, почему-то думала, что игрушка будет, ну, вот хотя бы такая, да. Я не знаю, почему я так думаю. В принципе, было логично посмотреть, сколько столбиков, прикинуть на игрушку, какая у меня есть, да, и посмотреть, какая игрушечка получится. В общем, этого персонажа забирает у меня дочка. Повешу карабинчик. В общем, хочет, конечно, повесить на портфель, но мне кажется, что у нее его сопрут. Мы уже не первый брелочек вешаем на портфель, и он благополучно через недельку уходит. Она даже не замечает, кто его срывает или просто снимает. Ну, в общем, приходит, уже брелка нету. Я очень надеюсь, конечно, что она никому не дарит их, потому что, ну, как бы она приходила и пару раз говорила, что нужно, ну, не нужно, а хотела бы она там девочке какой-то подарить котика. И я вот там вязала котика маленького. Вот. В общем, такие вот дела. К сожалению или к радости, я, конечно, больше таких вязать не буду. Не знаю, конечно, не хочу там сидеть заморачиваться. Это не такая уж прям игрушка, которую мне очень хотелось бы повязать. Просто хотелось расширить ассортимент в магазине. Вот. Но самой придумывать игрушку побольше не хочется. Ну, если мне попадется какая-то схема побольше. Я вот, конечно, увидела у Жени с канала «Вяжем игрушки с Женей» такую прям большую игрушку. Мне, конечно, такая не подойдет, но мне очень понравилась у нее и форма, и образ. Классная такая игрушка, это солдатик. Ну, я хочу такую, сантиметров 15, ну, не 9. Ну, как брелок, это идеальный вариант. Так что, если вы вдруг искали такую схемку, я оставлю ссылочку. В принципе, все будут ссылочки в описании на какие-то игрушки, которые я показываю в кадре. В общем, вот такая у меня готовая работа. Да. Даже не знаю. Ну, может быть... кстати, может быть, вы видели какие-то схемки, которые побольше. Я буду рада, если вы мне оставите какие-то ссылочки. Или хотя бы авторов, как найти. Потому что бывает, ссылки YouTube удаляет. Вот. Ну, я думаю, все равно в спаме я эти ссылочки найду. Так. Далее покажу мой начатый процесс. Процесс помещается в ладошку, и это уже практически все связано, все детальки. Помните, я говорила, что одна моя подписчица подарила мне мастер-класс. Так вот, смотрите, это целая деталька. Ой, так. Эта игрушечка получается практически 7 сантиметров. Ну, видите, 7 даже нету. При том, что эта игрушечка вяжется из Yarnart Jeans. Да. Смотрите, тут мордочка есть. Конечно, мордочка и все остальное там пришивается швейными нитками. Но я все-таки оставила вот такие вот длинные кончики. Буду пришивать этой ниточкой. Здесь даже есть отличие перед и зад. Смотрите, спереди как бы такой животик. Ну, а сзади просто вот такая вот спинка. Ну, наверное, по цвету понятно, что это будет у меня тигренок. В общем, есть мордочка. Смотрите, какие ручки. Вот такие. Так, ручка 2 сантиметра. Вот. Вот такие вот ручонки будут сюда. Так, давайте без мордочки. Мордочка. Вот, смотрите, какая крохотуля будет. Во. Вот такой вот зверек будет у меня. Так, ухо. Потерялось ухо. Представляете, не могу найти ухо. Ну, я точно вязала их 2. Ну да ладно, потом поищу.
Надеюсь, что найду, но если нет, свяжу. В общем, ушки и вот такой вот хвостик. Хвостик я немножко уменьшила. Все дело в том, что там в хвостик вставляется синильная проволока, да, или как, ну да. В общем, такая пушистая проволочка. Но у меня такой проволочки нету, и поэтому у меня хвостик же не будет вот так изгибаться, и я его уменьшила на, по-моему, 2 рядочка. Вот, но все равно, видите, даже при том, что я его уменьшила, он прям вот такой большой. Так, это, конечно, все прекрасно, но ничего не понятно. Но у меня есть и готовая игрушечка. Просто хотела показать вам, из каких деталек состоит игрушка. Итак, в коллекции вот этих вот малышей, там, по-моему, 8 или 9 игрушек. Если честно, не считала. Ну, в принципе, это не важно. Там очень много и разных. И первую игрушечку, которую я хотела связать, смотрите, какой пушистик. Так, угадали, кто это? Нет? Так, смотрите. Опа! Не знаю, видели вы таких малышей или нет, но я буквально, ну, вот пару месяцев назад только увидела, что вот есть такие маленькие пушистенькие игрушечки. Я в предыдущем визоблоге рассказывала, что смотрела на них, и у них, знаете, вот эта шерстка была такая маленькая, пушистенькая. Я там как бы почитала, из каких материалов вязали игрушку, и там было написано шкурка норки, искусственная норка. Ну, я знаю пряжу норку, только которая, ну, вот шапки мы там вяжем, свитера, но она не такая же пушистая. Ну, в общем, там шерстка не такая. Вот, и вот когда мне подарили мастер-класс, я там уже почитала, что, оказывается, можно использовать ярнар Минк. Ну так вот, сбылась моя такая маленькая мечта связать маленькую игрушку. Я, конечно, думала, что начну каркасную куколку, да, у меня там ниточки лежат, Вита Коко, хлопок. Думала, что начну как бы такую маленькую куколку вязать, но нет. Начала я с вот таких вот зверьков. У меня такие двойственные чувства по этому поводу. Игрушка мне очень нравится. Все как бы прекрасно. Вяжется не очень сложно. Как видите, вот так вот цельновязанная, да, деталька. И вот нужно просто пришить ручки, мордочку, ушки, да. Самое кропотливое это здесь вот оформление. Я таким еще не занималась, но вот что-то новенькое для себя подчеркнула. Вышивала здесь швейными ниточками, тоненькими. Ну, вот смотрите, игрушечка совершенно небольшая. Ну, вот с этой шерсткой, да, получается, ну, 8 сантиметров. А так-то, если без этой шерсти, то меньше. Ну, не шерсти, конечно, это у ежика иголки. Ну, в моем случае это шерсть. В общем, вот такая вот прикольная игрушка. У меня не получилось сделать здесь утяжку, потому что я вяжу очень плотно, и вот даже со всей силы придавливать, если мордочку, она у меня не придавливается. Просто потому что вяжу из полухлопка, плотно. Ну и в общем, вот такая вот, видите, мордочка не совсем как бы ежика получилась. У автора она сплюснуется, ну, сплюснутая такая вот, и прям четко ежика напоминает. Ну, а у меня вот просто такой ушастый зверек пушистый. Еще что хотела сказать. У автора игрушки вяжутся из какой-то полушерсти, да, или, ну, в общем, какая-то ниточка помягче, не полухлопок. И игрушки у нее, я думаю, что мягкие, не такие вот дубовые, как у меня. Но, в принципе, как брелочек, просто так коллекционная игрушечка очень даже классно смотрится. Эта игрушечка у меня не одна. Я там долго смотрела, каких еще можно малышей связать. Конечно, хотела связать олененка, но меня остановило, знаете что? Вот, видите, здесь ножки всего 3 рядочка. А у оленя рожки связаны из ниточки
тоненькой. Ну, у меня, в принципе, нету тонкого коричневого цвета, но и мне, наверное, надо было рассоединять ниточку Yarnart Jeans. Ну, в общем, я посмотрела, это нужный крючок поменьше. Ну, грубо говоря, я испугалась, что не смогу связать, и отложила на потом. Но я связала еще вот такого малыша. Он тоже с вот такой вот, смотрите, интересной гривой. Я, конечно, не подстригла ничего, но вот липучкой начесала. Вот, смотрите, какой малыш, львеночек. Даже вот такая вот кисточка у него на хвостике. Видите? Кстати, интересно, хвостик там вывязывается. Это не цепочка. Ну, в общем, немножко по-другому. К сожалению, не могу сказать. Но я думаю, может, кто-то знает. Вот. Ну, так как мастер-класс платный, не могу ничего толком рассказывать. Вот. В общем, такой классный малыш. Я, наверное, начала с самых таких более сложных игрушек. И таких вот симпатичных. Конечно, самый, наверное, сложный там олень. Вот. Тут вот такие точечки вышила. Не сразу у меня, кстати, получилось вышить. Да и утяжки у меня не сразу получались. Я поняла, что нужно набивать не так плотно. Но это уже потом пришло. Я вообще хочу таких малышей связать из какой-то более мягкой ниточки. Я, в общем, поняла, что хлопок, ну, не подойдет для них. Кстати, что-то на камеру кажется, что кривовато. Голова. Ну, не знаю. Смотрите, носик здесь вот какой. Тоже рассоединяла ниточку Yarnart Jeans. Вот одну ниточку из там 4 или 5 взяла и вот не вышивала, потому что, ну, просто у меня нету никаких материалов, из которых бы можно было связать, да и оформить игрушку. У меня даже ниток мулине такого цвета нет. Ну, в общем, как-то так. Игрушки классные. Я тут уже, наверное, по 100 раз одно и то же. Ну, они правда классные. Они такие маленькие, классные. Но я не знаю, буду ли я вязать таких на продажу. Я, скорее всего, их оставлю себе. Пусть это будут такие вот брелочки. У меня дочка не дождется никак, когда я сниму видео и ей отдам этих малышей. Вот. Наверное, львеночка себе ставлю. Это как бы мой знак зодиака, да. Повешу, будет у меня такой брелочек. Но если продавать такую игрушку, я даже не знаю, по какой цене. Напишите, вот за сколько бы вы продавали такую игрушку. Вот смотрите, деталька как бы несложная, да, но маленькая. Вот здесь вот закрытие. Кстати, у этой игрушки я уже делала закрытие по-своему, потому что, ну, в общем, потому что не могу рассказывать. Вот. Ну, там ничего такого, просто, ну да, грубо говоря, здесь просто было много петель. Вот. Такое закрытие для меня не подходило, потому что ниточка толстенькая и, в общем, сейчас покажу. В общем, напишите, по какой бы цене вы бы продавали. Или, может быть, ну, продавать, конечно, по-любому можно. Но как вы думаете, по какой цене можно было бы купить вот такую вот игрушку, которая 8 сантиметров. Вот такая вот маленькая. Ну, это, конечно, побыстрее вяжется в какой-то степени. Но вот здесь вот очень долгое оформление. По крайней мере, у меня, пока рука не набита. Так. И тут у меня еще такая коробочка. О, в общем, я, когда вязала, львенка потеряла руку. Я не представляю, как девочки вяжут какие-то там вот такие вот миниатюры. Если я пока вязала, потеряла ухо у тигра и потеряла лапку, но вот потом нашла. Видимо, львенка я буду еще одного вязать, потому что лапка уже есть.
Вот. Далее, смотрите, я нашла ниточки. У меня это, ой, пехорка спортивная. Я когда-то вязала мужу свитерок из такой ниточки. Ну, не знаю, у меня, наверное, этикетки не сохранилось, но я точно помню, что она спортивная. Название просто такое. В общем, связала я вот такие вот лапки и подумала, что нужно связать зайчика. Там был, ой, беленький зайчик. Я подумала, что возьму ниточку вот эту вот. Она такая вот как бы пушистенькая, видите? И свяжу зайчика. Лапки связала. Все это дело связала. Вот такая вот игрушка у меня получилась. И в последний момент, вот видите, у меня здесь какое закрытие. Корявое и, ну, в общем, видно, да? Не очень. Ниточка вот эта вот, она вроде бы вот такая объемная, но когда вы тянете, она уменьшается. И получилось так, что она вот здесь вот у меня оборвалась прямо возле края. Я только собрала петельки, потянула, и она оторвалась. Я, конечно же, присоединила здесь ниточку, сделала закрытие. Но я вижу, что как бы, ну, игрушка уже, ну, грубо говоря, испорчена. И я вот отложила, не знаю. Может быть, конечно, я ее закончу. Ну, я не знаю, почему я эту нитку взяла. Во-первых, она очень маркая. Как брелок, мне кажется, я уже пока ее вязала, даже она немножко почернела. Вот видите, даже цепляется на нее все. Ну, я, конечно, потом ее довяжу. Но просто меня расстроил тот момент, что вот здесь вот уже неровно, некрасиво. Я, конечно, сюда пришью ушки. Но, ну, в общем, забраковала. Конечно, жалко потерянного времени. Прыгает. Ну, поэтому все равно довяжу, пусть, ну, пусть будет. Я знаю, что дочке такие маленькие игрушки очень понравятся. Независимо от того, белого они цвета, там, с мятой макушкой, не мятой. Вот. Я думаю, что она заберет. Вот. Такие вот дела. Получается, что у меня особо ничего такого интересного нету, да? Ну вот, кроме вот этих малышей. Вот. Ну, я теперь хочу найти какую-то нитку, которая будет мягкая, но прочная, чтобы попробовать из нее связать. Я положила пока их сюда, чтобы у меня не потерялись больше деталей. Вот. Сейчас буду еще ухо их искать. Хотя, наверное, проще связать новое, чем искать. Вот. Я не знаю, буду делать ли я еще одно подключение, либо, может быть, просто выпущу коротенький вязовлог. Ну, если что, потом я вам покажу уже готовые игрушечки, которые у меня получились. И так, в общем, я это пока месяц отложила. Все дело в том, что я хочу много всего и сразу. Не знаю, за что хвататься. Мне хочется что-то вязать для канала, хочется что-то в магазин вязать, что-то вот, допустим, вот такие игрушечки я вот просто для себя. Они мне очень нравятся. И как бы я хотела такие маленькие. Ну и в то же время есть такие как бы моменты, которые нужно, например, вот связать вот таких авокадиков. У меня в магазине закончились. Буквально вчера сразу 3 купили. Там я вот приготовила уже ниточки, здесь вот у меня лежат. Мне нужно и вот таких плюшевых связать, и вот таких вот. Я не знаю, в общем, я вяжу все и сразу. В общем, тут что для души, да, я там начала вяжу. Потом вот начала для канала вязать тело. Я не знаю, коала вам нужна, нет? Пишите, надо, не надо. Пока довяжу, может быть, бегемот получится. В общем, если вам нужен мастер-класс по коала, я в предыдущем вязовлоге показывала, ну и вот сейчас ставлю фотографию.
Вот такая вот коала. Я немножко, так сказать, лоханулась, да, можно говорить. Или как? Ну, в общем, я не знаю. Слово замены. Я знаю только вот такое. В общем, у меня же было 2 коалы готовых. И я не сняла мастер-класс. Я могла просто вот показать игрушку и показать схемы, по которым я вязала, да, там ушки. Но почему-то я просто отправила посылку заказчице и ничего не сняла. Вот, поэтому как бы начала еще вязать. Уже взяла ниточку не Yarn Jeans, а вот такую вот Alize Cotton Gold. В общем, начала, вяжу. Потом вот приходит смс-ка, что проданы все авокадики. И я начинаю вязать авокадиков. Вот. Сделала уже вот такие вот заготовочки. Ну, не знаю, вот сколько успею, завтра хочу уже все отвести. Завтра. Ну, в вашем случае, наверное, сегодня. Сегодня. Ну, да ладно. Сегодня у меня суббота вообще-то. Да. Сегодня уже суббота, а я вот первый раз подключаюсь за эту неделю. Схему, кстати, на вот такого авокадика есть у меня в группе ВКонтакте. И под этой фотографией, там есть вот такая вот фотография авокадик в ладошке. И под ней есть текстовое описание. Это для тех, кто не может вязать по схемам. В общем, как-то так. Нужно дооформить котиков, связать авокадиков, хотя бы 3 хлопковых и вот 3 плюшевых. Кстати, я же хотела вам еще показать, у меня есть посылочка. Посылочка у меня с Алиэкспресс. Так, сейчас я немножко уберу. Смотрите, пришла мне вот такая вот посылочка. Сейчас очень быстро посылки все приходят в магазин Пятерочка. Вот, в общем, вот таким пакетом все приходит. Я, конечно же, ее открыла, но открыла только одну посылочку. У меня здесь 3. Ну, одну открыла, потому что не выдержала. Забрала эту посылку я еще вчера, но вчера не получилось снимать, так как дождь тарабанил очень в окно. Ну и я уже как бы снимаю здесь на лоджии. Не хочу я перемещать свое рабочее место в комнату. Мне проще подождать день, да, вот в какой-то день не снимать, снять в другой. Вот. И смотрите, что я заказала. Та-дам! Кловер, но не кловер. Это крючочки с Алиэкспресс. Так. Потарахтела. Вообще такие крючки как бы были под кловер. Именно вот такие вот оригинальные, да. Видите? Такая вот форма. Я и подумала, что если мне вот этот крючок очень подходит, то я могу и на Алиэкспресс купить другие размеры. Вот. Были там крючки с вот таким вот золотистым покрытием. Но, как видите, даже у оригинального крючка он у меня стирается. Вот. Возможно, то, что вяжу из полухлопка, как бы он жесткий, да. Может быть, то, что плотно вяжу, может быть, еще что-то. Ну, в общем, стерся. Поэтому я решила брать вот такие вот стальные. Не знаю, как бы я еще не вязала. Ну, в общем, взяла вот такие вот цветные, просто не хотела, чтобы... Ну, все-таки же они с Алиэкспресс, да, и не хочу я, чтобы они были вот такого вот вида. Пусть уже будет, ну, какое-то отличие. Они совершенно не похожи. Кто-то из девочек говорил, что они похожи, там все. Нет, вот эта вот штучка даже очень резиновая. И, знаете, она похожа... Вот у меня был какой-то крючок, он со временем вот здесь вот стал прилипать. Ну, вот эта вот резина, ну, как, то ли со временем оно испортилось, то ли из-за температуры, да, какой-то, может быть, не любит теплое. И вот это вот стало таким липким. В общем, просто резина испортилась. В общем, к чему я это? Я взяла вот такие вот большие размеры. У меня вообще есть крючки, но они вот такие вот.
И так как в последнее время мне иногда приходится вязать плюшем, мне не очень удобно. Вот таким вот крючком мне хочется, чтобы была ручка. Я уже привыкла, что крючки у меня с ручками. И, в общем, не совсем удобно. Может быть, поэтому и котиков было вот так напряжно вязать и скучно. И вот этот крючок крутится, он... Я и четверкой пробовала. Кстати, видите, четверка тоже начала стираться. Здесь вот покрытие. Вот. Ну, я редко четверкой вяжу, обычно 3,5. Но, тем не менее, именно вот это вот золотистое покрытие, оно счесалось. Вот, и я тогда решила купить вот такие крючки. Я просто подумала, что, ну, как бы, если я вот такими вот вяжу, да, как бы плюш, и мне нормально, то здесь вот просто добавилась ручка удобная, и мне нормально будет вязать. Здесь крючки от 2,5 до шестерки. Да, все верно. Ну, есть тут, конечно, такие вот, знаете, дефекты небольшие. Но я думаю, здесь можно просто пилочкой для ногтей вот или наждачкой там обработать и все. Ну, а так вот эта вот часть, как бы без всяких там, как сказать, шершавостей. Я посмотрела, в принципе, должно быть нормально. Есть немножко там клея, да. Ну, я не помню. Они, по-моему, 300 рублей стоят. И как бы за весь набор... Так, сколько у нас? 8 крючков. За 8 крючков 300 рублей. Это прям шикарная цена. Вот. В общем, такая покупка. Мне теперь прям чехол нужен, наверное, для крючков. Так. Далее. Далее. Кстати, я вот эти вот посылки заказывала до распродажи. До 11 ноября. Я не помню, когда. Но точно знаю, что смотрела. Ровно 2 недели посылка шла. Вот. Сегодня у нас 20-е, да? В общем, суббота сегодня. А пришли они вчера. Посылочки. Честно, не знаю, какого числа заказывала. Ну, в общем, до 11 точно. Задолго до 11. В общем, заказала глазки. Я, знаете, зачем заказала? У меня, в принципе, там еще глазки есть. Заказала 8, 9. 8, 9, что 7, да? Ну, получается, что 7. И заказала, потому что побоялась, что если я закажу после вот этой вот распродажи всемирной, да, там 11 ноября она была, что посылки будут очень долго идти. А у меня там закончатся глазки, и, в общем, останусь я без глазок. И я заранее заказала, и оказалось, что у меня еще тени закончились, а эти уже пришли. Ну, это, в принципе, неплохо, зато у меня они не закончатся в ненужный момент. Вот. А теперь думаю, надо было еще десятки заказать. Вот для котиков нужны глазки побольше. Ну да ладно. И знаете, что еще? Еще я заказала. Думаю, что здесь карабинчики. Я вот когда вязала последний заказ, у меня там было 10 брелочков, совушки. И у меня осталось буквально 2 вот этих вот подвесочки. Очень интересно. В общем, вязала брелочки, у меня осталось буквально 2 подвески. И я думаю, что мне делать? Вдруг сейчас еще, ну, как бы скажут, да, там, а давайте еще 5 брелочков. А у меня вот этих вот подвесок нету. Я так запереживала. Ну, хорошо, у меня были еще другие. Вот такие вот побольше. Тоже у меня уже половина осталась. Это я еще, тут хоть и написано, да, Китай, но покупала я в оптовом магазине для рукоделия. И мне так повезло, что они очень быстро пришли.
Ну, кстати, эти какие-то побольше карабинчики, что ли. Так, сейчас я найду. Так, нашла. Старенький с прошлой партии. Да, нет, наверное, показалось. А, знаете что? Вот это вот колечко побольше. Вот. Вот видите, здесь колечко вот такое однослойное. Вот это вот. Ну вот, после этой палочки вот это вот колечко. Оно вот такое маленькое, однослойное. А здесь вот из двух состоит и побольше. Наверное, за счет этого кажется, что помассивнее вот эта вот штучка. А так карабинчик одинаковый. Вот, видите. Ну, в общем, пересчитывать не будем. Я думаю, здесь 100 штучек. На вид вроде бы много, но оказывается, я вот с прошлого раза, как заказывала вот такие вот подвесочки, да, карабинчики, с того момента я связала 100 брелков. Ну, точнее, 98. Два вот таких у меня осталось. Представляете? Да. Как бы... Я помню, в каком-то году у меня всего было 97 игрушек. А в этом году, получается, уже 98 только брелков у меня связано. Вот. В общем, вот такие вот незначительные у меня покупки. Да. Буду теперь удобным крючком вязать плюш. И запаслась глазками к Новому году. И карабинчиками. В общем, как-то так. Наверное, я не буду подключаться. Просто вот покажу, что у меня было связано за неделю, и все. А все остальное, что буду уже вязать с воскресенья, то уже покажу в следующем вязовлоге. В общем, не хочу затягивать этот влог. Пусть он будет маленький, но, в общем, обо всем, что происходило за неделю. Точно помню, что еще хотела что-то рассказать, но почему-то, когда я включаю камеру и вот рассказываю, у меня половина мыслей уходит, и я не помню, что хотела. Вот, например, сейчас я вспомнила, что хотела сказать огромное спасибо Кате за то, что подарила мне вот такие вот мастер-классы. Спасибо огромнейшее, это очень приятно. Вот. Но почему-то, когда показала игрушки, я забыла это сказать. Да. В общем, спасибо огромное. Ну а вам огромное спасибо, что посмотрели это видео. Спасибо всем огромное и всем пока.